Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как проводится пайка бампера на автомобиле. На моем автомобиле треснул бампер в нижней части. Краска почти не слезла снаружи, поэтому можно попробовать его запаять. Нам понадобится паяльник, желательно помощнее. У меня он на 100 Вт с широким жалом, а также мелкая сеточка от фильтра. Я ее обрежу с помощью ножниц по металлу. Для начала необходимо демонтировать передний бампер с автомобиля. Шпильку слегка поддеваем с помощью плоской отвертки и откручиваем крестообразной. Так удобнее. Они имеют такой внешний вид, как розочка раскрываются. Вот шпильки сняты, и можно не спеша снимать бампер, отсоединив клеммы фар. Отсоединяем клемму подфарников. И клемму фары. После снятия переднего бампера стало видно, что он уже был клеен, битый. С помощью термоэлектрода его клеили. Но мы его заклеим обычной армирующей сеткой. Вот видно шов, который разошелся. Необходимо убрать лишнюю часть этого шва и сделать пайку с помощью обычной сетки. Я с помощью ножниц по металлу сниму лишнюю часть пластика, который был на шве. Как видите, пластик хороший, но он имеет слабую адгезию и лопается при каждом ударе. Для начала необходимо снять лишние наплывы пластика. Для этого я буду использовать такую небольшую коронку и шуруповерт. После этого мы очищаем пыль, которая образовалась при полировке. После этого уберем грязь на свариваемых швах. Теперь необходимо приготовить сетку для сваривания швов. Вырезаем по шву эту сеточку. И получается такой кусок сетки для сваривания швов бампера. Теперь отрезаем кусок сетки и привариваем его к шву бампера. Я давно мечтал купить паяльную станцию, и вот наконец-то пришлось, потому что паять бампер обычным паяльником очень неудобно. Он пережигает пластик, сетка плохо заходит в пластик. В общем, это одно мучение. Для пайки термофеном я воспользуюсь таким кусочком пластика от канистры. Можно купить, конечно, готовые стержни, но я пока их не нашел, поэтому пробую запаять этим пластиком. Главное, чтобы он был совместим с материалом бампера. С помощью White Spirit обезжирим поверхность, которую будем спаивать. поверхность кусочка пластика тоже можно обезжирить.
Включаем фен на паяльной станции и выставляем температуру 300 градусов. Стандартная температура для плавки пластика. Нагреваем бампер и полосу пластика, который будет приклеиваться до момента плавления. Вот прошло плавление. И начинаем осторожно выжимать плавку. Не спешим, хорошо прогреваем, чтобы не было непровара. Вот полоса проклеилась, я контрольно ее прогрею. Вот такой получился пропаянный шов. Пластиком паять, конечно, интереснее, удобнее, чем паивать сетку. И меньше шансов пропало пластика. Видно, почти никаких следов нет. Ножницами по металлу вырезаем следующую полосу пластика шириной примерно сантиметр. Теперь с помощью все того же пластика заделаем такую дырку, которая получилась в красивом месте. Подлаживаем под низ какое-нибудь негорючее основание. Я подложил кусочек плитки фарфоровой и начнем прогревать. Можно одним куском нанести, а можно полосками. Наверное, я вырежу один кусок и приложу сюда, чтобы было меньше швов. Пластинка просто гнется, когда прогреется, поэтому это очень удобно. Вот такие получились сварные швы. Все почти монолитно. До этого прошлые мастера здесь ложили алюминиевую ленту, но это крепление менее надежное оказалось. Я думаю, что пластик пластику будет надежнее и крепче. Конечно, не очень идеально получилось. Нужно бы, конечно, еще его пошпаклевать, пошкурить, покрасить. Но я пока этого делать не буду, потому что в дальнейшем планирую купить новый. Теперь можно приступить к его установке на автомобиль. Установку бампера на автомобиль проводим в обратном порядке. Вот теперь бампер запаян и можно ехать дальше. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как запаять бампер на автомобиле Chery QQ. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.